Мы оказались в Черногории во время протестных движений против отделения местной церкви от сербской православной церкви, так называемой автокефалии. Это движение началось еще в прошлом году во время принятия этого закона и продолжается до сих пор. Посмотрите, что происходит сейчас. Прошлые демонстрации были гораздо более агрессивными, они перекрывали один из главных кругов в городе и полностью парализовали движение. Но в этот раз шествие на полдороги, и движение, в принципе, сохранилось. Солнечные ванны, да, такие? С чем разговаривать нет. Как вы поняли, мы вернулись из Белграда и наконец-то решились. Едем сейчас в магазин покупать дрон. Конечно, лучше было бы купить его до поездки в Белград, чтобы сразу tax-free оформить. Но мы же не знали, сколько денег мы в Белграде потратим. Мы и так потратили там, честно говоря, немало. Вот. Но все-таки на дрон осталось, поэтому едем сейчас в магазин и по пути я вам расскажу все о дронах в Черногории. Это не так просто, как вам кажется. Погнали. Что парктроники глючат. Есть два варианта развития событий с дронами. Первый вариант: вы ввозите дрон из другой страны в Черногорию. В таком случае вам нужно оформить разрешение на ввоз в Министерстве экономического развития и разрешение зарегистрировать оператора дрона в Министерстве гражданской авиации. Второй вариант более простой, когда вы приобретаете дрон непосредственно в Черногории. Какие здесь сразу плюсы вырисовываются? Во-первых, можно оформить tax-free. Во-вторых, не нужно оформлять разрешение на ввоз. Достаточно не выкидывать никуда чек. И с этим чеком вы сможете въехать беспрепятственно в Черногорию. Но все равно необходимо будет зарегистрировать оператора. Это можно сделать через сайт Министерства гражданской авиации. Делается бесплатно. Откуда мы эту информацию взяли? Пришлось проконсультироваться с юристом местным, потому что в интернете информация достаточно разнится. От паники типа «нет, мы все умрем и нельзя дроны в Черногорию ввозить вовсе», до «да забейте, на все, никто ничего не проверяет». Смотрите, машинка на русском, все написано. Мебель из Италии, для россиян, вероятно. Не забывайте, что мы не в России, мы в Черногории. Ну вот и приехали. Как всегда, да, все благородные помыслы разбиваются в суровую реальность. Ну, посмотрите, какая пробка тут. Непонятно, то ли обвал произошел, то ли опять дорогу перекрыли протестующие. Можно было бы, конечно, развернуться и поехать в другой магазин, но нам нужно именно в тот магазин, потому что нужно за GoPro еще вернуть документы, чтобы нам вернули деньги tax-free. Кстати, вот по ссылочке можете посмотреть видео, как мы оформляли tax-free. Эта история растянулась на 1,5, наверное, месяца. В общем, tax-free здесь в Черногории тоже не так просто оформить, как кажется. Какие-то здесь все-таки дорожные работы, а не протесты. Я не угадал. Вероятность была 50/50. Ну да, судя по всему, здесь обвал произошел, и вон, смотрите, или дерево рухнуло, или спилили его просто. Короче, работы какие-то. Вот он, смотрите, документ с отметкой на границе о tax-free, и нам должны будут вернуть 83,20. Мы приехали в магазин, где покупали эту GoPro. Tax-free. В общем, мы решили купить Mavic Mini Fly Mode Combo. Он 500 евро стоит. Ну, в общем, как всегда, мы наполовину в пролете. Tax-free нам вернули деньги сразу наличкой. А вот с дроном ничего не получилось, потому что в наличии его нет. Ну, есть, точнее, но не Flight Combo. То есть не комбо-набор сразу с дополнительными батарейками, с пультиком, а просто один голый дрон. А он вообще нафиг не нужен. И дороже получается по частям собирать. Дрон есть в баре в другом городе, мы его заказали. Завтра его привезут сюда. То есть завтра мы сюда поедем опять за дроном. То есть у нас опять откладывается покупка. Экскурсия по игрушкам Дина. 1, 2, 3. Привет, малыш. Еще вон там куча, там игруля. И тут подвалилось счастье. О, новая игруля.
Вот и жадина, жадина, говядина, говядина такая. На! За такое ведро стоит. Иди сюда, 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 сюда. Сидеть. Назад. Сидеть. Жди. Жди. Дон. Сидеть. 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 Дон. Молодец! Отлично! Ну, классно. Молодец! Давайте, отрабатывайте. Чё? Нельзя за тобой подглядывать? Носёра. Что происходит? А где же Дин? Где Дин? Не могу понять. Дин, ты куда делся? Где нулик? Вот слышу, где-то ходит, а где не вижу. Дин, Дин, Дин. Была собака, исчезла. Дин, Дин, Дин. Вчера мы договорились в магазине, что они позвонят мне, когда прибудет дрон. Мне сразу показалось, что идея так себе, ну, так и произошло. СМС-сообщение о том, что мне кто-то звонил, не мог дозвониться. Я по этому номеру перезвонил сам. Там, естественно, разговаривают только на черногорском, английский не понимают. Но я точно понял, что это звонил магазин, и значит, скорее всего, дрон приехал. Поэтому потихонечку собираемся и выдвигаемся в путь. Ну что, попытка номер 2 – купить дрон. Конечно, немножечко уже нет того настроения, нет того запала. Такая должна была быть импульсивная покупка. Пошел, купил, порадовался, а в итоге опять холодный расчет. Везде холодный расчет. Надеюсь, сегодня не будет ни дорожных работ, ни протестующих. Что, конечно же, в твоей фамилии опять допустили ошибку, да? У Иры просто непроизносимая фамилия для иностранцев. Мещерякова. Ну вот теперь у нас стоит вопрос. Ждать лицензию, пока сделаем, или нарушить закон и пойти полетать? Конечно же, нарушить закон. Я даже не знал, что моя жена такая бунтарка. Помните, вчера как не в себя парктроники кричали, когда мы назад сдавали? Я думал, просто глюк, но сейчас вышел, посмотрел. Здесь, короче, вмятина. Какой-то, видимо, нехороший человек пнул нам по парктронику, вмял новый бампер. Ну что за люди, а? Зай, а что ты купил? Ты дрона купил, да? Фу, скажи, Mavic Mini лоховской. Там ничего нет. Скажи, почему не Mavic 2 Pro? Как видите, мы остановились на модели Mavic Mini. Хотели, конечно, купить что-нибудь посерьезнее. Вот ее можно с собой брать, в рюкзак закидывать, и все. Здесь все, что нужно. Даже если мы купим потом себе нормальный, большой, мощный дрон, то этот всегда будет что-то вроде разведчика. Его и потерять не так жалко, и сломать. Да? Понятно, что он дорого стоит, достаточно дорого, но тем не менее не сотни тысяч рублей. Смотрите, какой он малюсенький. Это мой первый дрон, кто не понял еще. Этот дрон, конечно, далеко не самый топовый, не самое топовое у него качество изображения, но я думаю, что по статистике, судя, большинство людей смотрят видео наши с мобильного телефона, а на мобильном телефоне будет все выглядеть просто прекрасно. Ладно, все, теперь ждем, пока зарядятся батарейки, и пойдем нарушать законы. Че скулим? На море идем? Идем на море? На море идем? Ну что, первый раз, он трудный самый. Я еще никогда в жизни не пилотировал дроны, поэтому, если что не так, говорите.
Я боялась, что он испугается. Аккуратно, аккуратно. Сколько метров? 60? 90 сейчас. Он где-то, его даже не видно, не слышно. Ну что, малыш, потерял? Как ты мог потерять? Пойдем водички попьем, пойдем. Дин. В общем, очень круто, мне очень понравилось. А сейчас мы идем на поиски кактусов. В какой-то момент Ира сидела там с Дином наверху, на его любимом месте. И там проходили мужчина с женщиной. И по телефону очень громко общались, рассказывали, что они нашли поле кактусов. И нам до следующего ролика, для мексиканской истории любви, нужны кактусы. Сейчас попробуем их найти. По таким непроходимым дебрям мы идем. Пауки нарисованы. Надеюсь, эти надписи на камнях не значат, что здесь ядовитые пауки повсюду. Ну вот опять. Даже не знаю, дрона вообще опасно пускать, такой ветер. Пошлите посмотрим. Ира в первый раз пилотирует дрон. Можно наклон камеры регулировать, это вот там вот. А вот такие проходки это не кайф, потому что они это там смаз беспонтовый, все равно как рывками получается. Видишь, ты пытаешься все до упора делать. Ты же можешь по чуть-чуть, то есть эти джойстики чувствительны к нажатиям. Не, все, мне страшно. Мы потихоньку осваиваемся с дроном. В принципе, прикольно. Какие-то новые фишки понял. У него есть предустановленные режимы. Это, наверное, его самая главная фишка. Что можно выставить все, нажать кнопку запуск, и он сам летит. Куда летит-то? Ну, вообще классные режимы. Дрон прикольный. Ой, блин, Че? что это за звук такой? Микрофон кто-то проверяет. Все снимаешь? Какая шишка. Офигеть. Смотрите, какая шишка красивая. У нее как будто юбочка. Или грибочек. Или грибок, ну. Шишка, грибок. Рядом с передатчиком сотовой связи. Может быть, здесь поставили кактусы, чтобы они поглощали. Вон кактусы, точно. Но здесь мы ничего не снимем. Вон там два вшивеньких кактуса. Это все фигня. Ну вот это вот кучка. И вот тут вот один. Считайте, что кактусов нет поблизости с домом. Придется куда-то нам ехать. Молодой человек, а вам удобно? Ну что, у нас сегодня второй день поисков. Мы ищем кактусы для нашего ролика нового «Мексиканская история любви».
Проконсультировались в Фейсбуке с местными жителями. Они сказали, что нам нужно идти туда примерно 3 километра вдоль пляжа. И у нас будет какое-то место, где прямо рядом с морем будут пальмы и кактусы высажены. Ну, сейчас посмотрим. Вообще, вот такой поиск мест съемки в препродакшене имеет свое название Location Scouting. И занимаются им локейшн-скаутеры. Каково быть локейшн-скаутером? Так же, как реквизитором, продюсером, оператором, человеком, представляющим свет, ему тоже имеется название специальное. Гафер. Гафер. А все потому, что все сам, все сам. Привет, Птушка. Да. То есть нам вот идти куда-то вот сюда, на вот этот пляж. Ну, конечно, мы больше никуда не ходим без нашего дрона, потому что, надо, кстати, его зарегистрировать, потому что нужно учиться летать, это не так просто, как кажется. Во-первых, страшно очень, потому что все-таки он денег стоит, такие летающие $500 в небе, и у тебя все время есть шанс их потерять или утопить. Ну и пока он себя еще не отработал, жалко как-то. Как отработает, ну и черт с ним. А вот здесь, в этом закрытом кафе, мы тоже собираемся снять часть сцен. Вот. Но мы собираемся это сделать нелегально. Ну как нелегально? Мы бы договорились. Но только не с кем, они вот закрыты. Где их искать вообще непонятно. Может быть, вот здесь еще что-то снимем. Мы же не постучимся к ним домой, не будем на русском языке объяснять, что мы хотим у вас тут в баре видео снять. Нам нужно буквально пару кадриков сделать. Мне вот очень понравилась вот эта вот композиция. Хочу сейчас дрон запустить. Ну, так, буквально один кадр сделаю, один шотик и на место. Что как ветер? Нормально. Это что? С максимальной, да, скоростью полетим? Наверное. Так, ну сейчас сделаем сначала вот такой шот. Фоточку хочешь, да? Повыше? Вот сейчас вопрос, есть ли проход здесь в скалах? По-моему, есть вон там. Бульбазавр, ну что за фигня? Курить очень вредно. Посмотрите, в каком тоннеле мы идем. Он пешеходный, от одного пляжа до другого. Он находится прямо в горе. Да. Вон, посмотрите, армирующая сетка и сверху бетоном наляпана. Выглядит жутковато. У меня такое ощущение, что даже голова в нем закружилась. Вот уже есть свет в конце тоннеля. Так мы, по идее, вот прямо здесь, на этом пляже, должны быть уже кактусы, да? Ну, что-то пока кактусами даже не пахнет. Вон оно наше. Вон, посмотрите, какие кактусы классные. То есть можно камеру вот так вот поставить, вот, смотрите. То есть вот сюда я буду затаскивать Иру. А потом вот здесь под кактусами пробегает Дин. Мексиканские друзья, расскажите, у вас такие кактусы или нет? Колючие, наверное. На этом локейшн скаутинг по этому ролику завершен. Можно снимать. А теперь нам идти домой еще 4 километра. Смотрите, один из немногих ракурсов здесь, где можно увидеть, как солнце уходит в море. Потому что обычно оно просто скрывается за горами. А здесь прям море пожирает его. Эта мимоза уже вовсю цветет. Что, красивенько, да? Очень. Ну а мы идем в ветеринарку, у нас уже подошел срок, можно заказывать титры на бешенство. Сейчас у Дина будут брать кровь. Анализ стоит 120 евро, то есть недешево. Я так понимаю, что его делают не здесь, а отправляют то ли в Подгорец, то ли в Белград. Поэтому и такая стоимость. И делается анализ в течение 3 недель. Только после этого у нас будет справка, с помощью которой мы сможем выехать в Европейский Союз. Что, Дин, ты еще путь не запомнил, да, похоже? Ой, черт, скажи, опять. Нет. Пойдем. Что это у тебя такое, Зай? Что это такое, а? Ты что так кричал? Ну все, кровь сдали. Через 10-15 дней будет готов анализ. Дин получил свою игрушку.
Она в рюкзаке у меня лежит. Там упоротый заяц. Что, скоро официально сможешь в Евросоюз, да, выезжать? Вообще Дин очень стойко переносит анализы, вот, кровь сдавать. Я сразу падаю в обморок с вероятностью 50-60%. Каждый раз, когда у меня берут кровь из вены, я падаю в обморок. Поэтому помните наше видео про коронавирус? Вот, это недалеко от истины. Да, Ирина? Бегай потом по кругу, шоколадки ищи. Называется доставка на дом. Я звезда, у меня есть своя рикша. Ты с котом сегодня спишь? Ну и что же нужно, чтобы зарегистрировать ваш дрон? Заходим на сайт Министерства гражданской авиации Черногории. Нажимаем «Дроны». Вот здесь вот изучаем полезную информацию. Очень интересная информация, обязательно изучите ее. Скачиваем вот эту вот форму и заполняем ее. Есть только один непонятный момент. Вот это что такое? Это позывной вашего дрона, вы его придумываете сами. Набор каких-то букв, цифр. После того, как все это заполнили, сканируете, ну, я в фотошопе это все подпишу, и отправляете на электронный адрес, который я сейчас в подсказке покажу вам. После этого ждем, и по идее все. Достаточно просто, в теории. Будем делать бигус из такса. Скажи, ее и погрызть можно, скажи, и почесать спину она может. Идеальная игрушка. Ой, дубль. Мы приехали в торговый центр недалеко от Будвы, потому что мы немножко подобносились. Нужно каких-то обновок купить. Как вы могли заметить, мы такие любители ходить по магазинам, покупать шмотки, что просто вообще. Многие жалуются здесь, кто живет, что это большая проблема. Мы Купить. с ней не столкнулись. А? Мы с ней не столкнулись. Ну да. Ну, собственно, здесь особо нет никакого выбора. Вот какой-то Интерспорт и Нью-Йоркер. М? Это черепушка. Walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I've fallen for you and the way you make me feel. Don't need to pretend that I'm somebody else. With you I can't be myself. That sure is something else. Can we stay for a while until the fire's burn out? So close, no matter how far. Could be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matter. Oh yeah! Хочу сказать, что так у тебя получается лучше. Лизать, 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 я сказал. О, что такое? Сосиски. Они собираются есть сосиски. Надеюсь, они не про меня. А знаете, что это такое? Это разрешение на управление моим дроном. Но это дело нужно отметить и пойти полетать. Хотя погодка вообще к этому не располагает.
Когда у тебя появилось разрешение на управление дроном, летать на нем уже совершенно не так интересно. И на этой ноте мы заканчиваем это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкосы. До встречи!